Всем привет! В этом видео сделаю молот из вселенной Warhammer, а также попробую новые инструменты и методы обработки металла. Прежде всего понадобится 3D-модель молота. Собираться кувалда будет из толстостенного предварительно очищенного металла. Такую плиту неудобно будет пилить болгаркой, и для этого дела воспользовался плазморезом. Иногда полезно изготавливать что-то подобное, ведь тут прежде всего повышается скилл в работе с металлом. А также можно попробовать много новых инструментов, таких как плазморез, тиксварка и полуавтомат. Для создания чего-то крутого всегда нужно вдохновение. Этот ролик просто так не вышел бы, а свою музу я нашел в игре Warhammer 40 000 Lost Crusade. Это мобильная стратегия, по многими любимой вселенной Warhammer. Даже если вы не читали книги, не играли в настолки и знакомы лишь с другими играми франшизы, эта игра придется вам по душе. Ведь помимо крутого захватывающего сюжета, здесь есть эпичные битвы и круто прорисованные модели космодесантников. В новом патче вы сможете выбирать из 4 орденов Астартес. Ультрамарины, например, это идеальный пример того, что значит быть космодесантником. Гвардия Ворона же мастера тайной войны, но если они выходят из тени, значит для врага уже все кончено. И еще есть имперские кулаки, защитники империи со времен Великого Крестового Похода, несгибаемые и несокрушимые, а белые шрамы — мобильные силы, которые ни за что не упустят своего врага. В игре вас ждет увлекательная кампания, сражения в реальном времени, куча PvP и PvE активностей, а также огромная космическая карта для исследования. Становитесь космическим десантником уже сейчас, качайте игру по моей ссылке, введите промокод и получите игровые награды на $10. После того, как были напилены детали для молота, нужно их подогнать между собой. Торцы каждой детали нужно будет запилить плюс-минус под 45 градусов. Далее идет процесс стыковки, придерживаясь шаблона, который был распечатан по 3D-модели. Все швы нужно убрать, и получатся две цельные детали, верх и низ молота. За весь проект очень много пришлось обрабатывать металл, и лепестковые круги уходили в лед. Соединять детали будут прямоугольники из того же металла. С этого ракурса похоже на форму для брусчатки. Промерив диагонали и увидев, что они получились одинаковыми вплоть до миллиметра, продолжили работу над молотом, приварив торцевые части по полоске 10-мм металла. Теперь напилю декоративные вставки. Для этого нужно обвести внутренний периметр детали и вырезать по шаблону заготовки. Как бы точно не были напилены декоративные элементы и как бы точно не подогнаны, все равно будет небольшой зазор между деталями. Есть один выход – это сделать пазы для вставок. Для этого нужно полностью разобрать заготовку молота, а чтобы не запутаться при повторной сборке, пометил каждую деталь маркером. После сборки декоративные элементы встали на свои места без зазоров. Поверх них будет привариваться пластина, на которой позже будет находиться череп вместе с крыльями. Основная часть молота собрана, на очереди рукоятка. Для нее в теле просверлил отверстие биметаллической коронкой. Скорректировал отверстие под трубу с помощью прямошлифовальной машины. На рукоятку будет надета еще одна труба для утолщения. После обработки есть небольшие косяки, но они будут скрыты ребрами. В них нужно сделать паз, как на 3D-модели. Всего ребер нужно 4 штуки, они будут приварены к рукоятке в месте утолщения. Далее нужно сделать такие же ребра на конце рукоятки и приварить к ним навершие. Первым элементом конца рукоятки будет металлический шар.
В нарезанные пазы также будут вставлены ребра. Само навершие буду точить на токарном станке. Под руку попалась такая цилиндрическая заготовка. Оказалось, что это не просто сыромятина, а какой-то твердый металл. Стружка из-под резца выходила синяя. Точить такой материал намного сложнее, но деваться некуда, в хозяйстве оказалась только такая заготовка. Эта деталь будет находиться на шайбе толщиной 20 мм. Самое время воспользоваться тик-горелкой и попробовать сварить две детали между собой. Сварка неплавким электродом сравнима с медитацией. Теперь я понимаю тех ребят, которые делают целые картины таким способом. Приварил болт без присадки и надел на него шайбу. Последнюю деталь навершия приварил уже полуавтоматом и зачистил шов. Решил также убрать зазоры на верхних ребрах, обварил их полуавтоматом и зачистил. Получилось единое целое. Теперь можно соединить голову с рукояткой. Хочу убрать этот небольшой зазор с помощью припоя. Он будет выступать в качестве промежуточной прокладки. Разогрел горелкой металл изнутри и залудил поверхность снаружи. Вставил рукоятку, и ничего хорошего из этого не получилось. Тогда я взял полуавтомат и аккуратно положил шов. Осталось только зачистить. Такой результат меня полностью устроил. Можно переходить к декоративным элементам. На них есть гравировка. Ее я буду делать электрохимическим способом. Закрасил деталь краской и выцарапал на ней рандомный узор. Гравироваться детали будут в емкости в среде электролита. Сделать его можно очень просто, добавив обычную соль в воду. В емкости будет два электрода, минус на железной пластине, плюс на самой детали. Под действием постоянного тока происходит химическая реакция, и незащищенный металл на пластине, в данном случае узор, разрушается. Спустя полчаса можно вытаскивать пластину и отмывать ее от краски. Получилась такая блестящая декоративная вставка. Детали будут свариваться изнутри, для этого с тела молота нужно спилить бойки. Череп и крылья буду отливать из алюминия по 3D модели. Для этого распечатал детали на 3D принтере и примерил их к молоту. Формы для отливки попробую сделать из песка с добавлением жидкого стекла. Это тоже для меня новая технология, интересно будет ее попробовать. Собрал вместе распечатанные детали на плоскости и подготовил их к последующему формованию. Пластилином сделал спуски и замазал непропечатанные отверстия. Сразу промазал деталь тальком, он будет выступать в качестве разделителя. Для формовочной смеси взял просеянный песок и добавил в него жидкое стекло. После перемешивания получилась пластичная масса. На модель установил рамку и стал утрамбовывать песок.
Выждал сутки и стал снимать песчаную форму. При трамбовке песчинки вдавились в пластилин, и при снятии так в нем и остались. Рано отчаиваться, так как в запасе есть еще один способ. Разделил модель на детали и вдавил их в ту же смесь. Получился неплохой отпечаток. Для плавки использовал угольный горн и попробовал специальный литейный алюминий, который практически не дает усадки. Отливать детали буду без литника и крышки, лишнее просто срежу. Похоже, я не до конца высушил форму, алюминий в одной отливке начал кипеть. Посмотрим, что получилось. Черепки отлились с браком. Крыльям повезло больше. Теперь такие косяки на алюминиевых деталях для меня не проблема, заварил их полуавтоматом. После обработал их болгаркой, а мелкие элементы сделал с помощью шарошек и прямошлифовальной машины. К молоту их прикрутил изнутри болтами. Далее сварил хомуты, зачистил все лепестковым кругом и сделал спуски на торцах. И благодаря всем перечисленным выше действиям получился такой молот из вселенной Warhammer 40 000. С вашего позволения я не буду пачкать его продукты и домашнюю утварь, и так понятно, что он с ними справится. Лучше я найду для этого красавца более почетное место. Таким образом, за один крафт предмета можно значительно поднять скилл в обработке металла и попробовать много новых техник. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в новых видео.